Всем привет! В этом видео расскажу, как можно создать свое покрытие в Archicad. Сделаю это на примере керамогранита размером 600 на 600. Для этого нам нужно перейти в покрытие. Либо вот здесь нажимаете, если у вас нет, параметры, реквизиты элементов, покрытие. Создаете новое покрытие. Нажимаете создать. Здесь оставляете также дубликат. И вводим керамогранит 600 на 600. Нажимаю ОК. Выбираю цвет поверхности. Я сделаю его немножко таким сероватым, потому что он с серыми прожилками. И нажимаю здесь ОК. Эти настройки вам не особо нужны сейчас. По поводу штрихов. Выбирайте теперь штриховку по размеру формата вашего керамогранита или другой плитки. Так как у меня 600 на 600, я выберу сетку 600 на 600. Если у вас какой-то другой формат и штриховки этой здесь нет, то нужно будет создать штриховку. Как создавать штриховки, я уже рассказывал на канале. Вы можете найти видео по ссылке в описании и где-то здесь наверху подсказка. Выбираю штриховку 600 на 600. Вот такая сетка 600 на 600. Здесь галочку оставляйте наверху, если вам не нужно менять цвет ваших швов. Дальше нужно подгрузить текстуру. Для этого я нажимаю найти изображение. Если у вас здесь есть какая-то текстура, просто нажмите крестик. Нажимаю найти изображение, добавить. И в папке на компьютере уже скачанную картинку выбираю. У меня здесь все подготовлено, керамогранит 600 на 600. Нажимаю открыть. И теперь эта текстура подгрузилась в вашу вложенную библиотеку. Вот, керамогранит 600 на 600. Нажимаю ОК. Вот так теперь выглядит покрытие. Здесь давайте посмотрим, как будет оно выглядеть на большей площади. Например, образец 2 на 2. Расположение моих плиток задает вот эта настройка. Здесь векторами показано, как примерно они будут располагаться. Можете попробовать, но мне ни одна из этих настроек не подходит. Я выберу самую первую. Теперь настроим размер текстуры. При зажатой вот этой кнопке мои размеры будут подгоняться. То есть я нажимаю 600, и второй размер тоже будет 600. Если вам нужно немножко растянуть текстуру, отожмите эту кнопку. И здесь, например, можете ввести 900. Тогда ваш керамогранит станет немножко пошире. Но я верну все на свои значения. Здесь больше ничего настраивать не нужно. Теперь перехожу вот сюда, в другую вкладку, и выбираю соответствие настроек, обновление параметров из основного механизма. Щелкаю сюда, и теперь могу спокойно нажимать ОК. Теперь у нас это есть покрытие в нашем проекте. Давайте я нанесу его в 3D. Как наносить покрытие в 3D я уже рассказывал в одном из своих роликов про интерактивные каталоги подсчета площади покрытия. Выбираю документ, визуализация и окраска поверхности. Здесь я выберу керамогранит. Керамогранит 600 на 600. Здесь можно выбрать окраску либо одним кликом, либо многими щелчками. Я выберу второй вариант. Если вам полезно это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Теперь наношу покрытие. Наношу его просто на стены. Вот так легко и быстро можно нанести покрытие на стены в вашем проекте. Теперь оно еще и посчиталось у меня в каталоге, который я создавал. Перехожу сюда, и вот у меня подсчет площади материала. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!